Нынче публика болеет за Николсона. Высоченный, с приличным ударом, с хорошей скоростью тяжеловес. His record stands at 39 wins, 3 losses, with 30 wins coming by way of knockout. Here is the 39 побед, 30 из них нокаутом. По рейтингу гораздо выше Туа стоит. Но не надо забывать тем, кто так весело и с энтузиазмом приветствует Николсона, что против их любимца человек, у которого взгляд каменного истукана с острова Пасхи, у которого в каждом кулаке бомба, вместо нервов железная проволока и скорость, как у легковеса. Все знают, кто такой Туа и чего от него ждать. Все ждут его главного оружия, все знают, как от него защититься, и все, почти все попадают на этот удар. Страшный левый крюк. Как сказал один древний историк бокса, самый лучший левый крюк с 1936 года. Туа в красных трусах. Несмотря на то, что для тяжеловеса он маленького роста, ниже 180, несмотря на его комплекцию, на его довольно объемную талию, он очень гибок. Его умение, между прочим, редкое умение среди тяжей, отсекать противника от свободного пространства, его абсолютная невозмутимость в случае своих собственных промахов, а их он немало допускает, его умение держать нужную дистанцию, как будто ниточкой он привязан к противнику, делает его весьма неприятным персонажем на ринге. Даже если сбрасывать со счетов его сокрушительный левый крюк, то, конечно, массу неприятных минут доставляет. Да, в принципе, каждая минута, проведенная с ним на ринге, неприятна, потому что отогнать его от себя совершенно невозможно. Николсон прекрасно понимает, как действовать против Туа, потому что еще Ларри Холмс, который весьма иронично относится к современному боксу, считает, что их времена с Мухаммедом Али непревзойденные до сих пор, а нынешнее поколение это так себе. Он всегда предрекал, что тот, кто умеет хорошо боксировать левой рукой, выиграет у Дэвида Туа. Правда, он забыл добавить одну вещь, которую постоянно повторял Айки Биабучи после боя с Туа. Следите за его левой рукой. Сначала нервно начал Николсон, теперь, кажется, успокоился. Николсону нужно раскрыть Туа. Туа вообще-то довольно трудно попасть. А раскрыть можно только таким образом, когда кто выйдет в положение замаха, сядет на левую ногу, завернется, и тут-то может и подставиться под правый встречный удар. Но Туаман делает это настолько быстро, что еще мало кому удавалось его подловить на этом движении.
over to your right a little bit. Keep the pressure on them. Вот у него есть еще одно качество, которое сыграло как бы недобрую роль в судьбе многих его противников. Его фантастическое терпение. То может вот так вести бой раунд за раундом, искать свой шанс. К сожалению, таким образом пострадал и Олег Москаев, помнится мне. И нам всем, кто смотрел этот бой по нашему спутнику, вы помните, Олег выиграл 11 раундов у Туа. И гораздо более эффектно, чем все это делал, чем Николсон. И Туа попал только один раз. Один раз. И все кончилось. Пока что Николсон достаточно успешно держит Туа на дистанции. Пока что ему удается отбегаться, будем так говорить. Не дает приблизиться к себе на излюбленную дистанцию Туа. Но и Туа иногда и броском слева может достать. Бьет левой на скачке очень быстро. Николсон тоже достаточно терпелив. Он внимательный боксер. Несмотря на то, что он большой, высокого роста, он немножко легче Туа и легче на ногах. Кроме того, эта его манера не раз ему успех приносил, потому что, вы помните, у него 30 побед нокаутом из 39. Потому что он боец опытный, знает, как использовать момент, знает, как усыпить бдительность противника. Все он это знает хорошо. Да, ну то... Когда выбрасывает свои удары, делает он это совершенно непринужденно, без усилий. Помните, как бил Окендо в предыдущем бою? Он так играючи выстреливает своим крюком, а крюк этот может снести вообще с ринга парня, который тяжелее его в 1,5 раза. Атмосфера в зале такая спокойная, потому что здесь нет поклонников Туа. Здесь, в принципе, не очень болеют за Николсона, потому что главные фигуранты Окендо и Этьен уже как бы с ринга сошли. Картина не меняется. То все так же, как бы играючи, качает маятник перед противником. Уклон влево, вправо, легкий удар слева.
Николсону, понятное дело, ничего не остается, как сгребать в объятия Туо, когда тот прорывается на свою дистанцию, там держать, пока рефери не разнимет. Но по качеству ударов публика понимает, чем тут дело пахнет. Даже если кулак Туо обрушивается на блок, на защиту, звук такой раздается, как в деревенской кузне. Давайте, ребят, подойдите сюда. Давайте без грубостей, тут без толчков. Пока что все выброшенные удары Николсона гаснут в этой защите Туо, в его блоке или просто свистят мимо. Самая эффективная защита Дэвида Туо — держать его руками как можно крепче. Вот с настойчивостью, такой невозмутимой настойчивостью робота Туо преследует Николсона. Вроде бы и темп не взвинчивает, но Николсону приходится много бегать по рингу, потому что куда он не делает шага, то тут как тут. Почти каламбур получился. В общем, такое танго, знаете ли. Куда партнер один, туда и второй. Это, кстати, великое искусство, умение держать противника в напряжении без ударов, даже без угроз, просто находясь все время рядом. Это, конечно, говорит о классе. Вот если рассуждать, как раз вернуться к нашим раскладам по поводу тяжеловесов, кто в какой позиции, какая вообще ситуация в этом дивизионе, в этом весе, то Туо все-таки по-прежнему, может быть, остается самым ярким боксером среди супертяжей. По крайней мере, на этом уровне. Да, многие считают, что это однорукий боксер. Редко видел, чтобы у Туо падали от удара вправо. Да, он обладает достаточно ограниченным арсеналом. Но все-таки то, что он делает с блеском. Николсону кажется, что он уже нашел противоядие от этого давления. Он, видите, начинает сейчас поувереннее действовать с дистанции. Он же как бы пристроился к этому движению, которому навязывает Туо. Он использует свой рост в защите, забывая, что отклон назад — это защита плохая, несмотря на то, что он на голову почти выше своего противника, Туо все равно может догнать, поймать и в отклоне.
робкая попытка пробить с дистанции была со стороны Николсона. Чего опасается Николсон? Он опасается, что Туо проскользнет во время его атаки, длинной атаки с дистанции, между рук, нырнет под руку. И тогда уже от него не отвяжешься. Поэтому осторожность Николсона оправдана. Break out. Come on, guys. Oh, step back. Let's go, come on. Десять секунд в раунде осталось. Вот Николсон. Большое достижение за весь этот бой. Попал справа. Hey. None of that. Я знаю, что говорят в углу Дэвида Туо. Продолжай давить. Держи свой прессинг. Может подумать, что если бы ему сказали не делай этого, он бы перестал это делать. Это стиль Туо. Это его манера, это его стиль, это его главное оружие. Прессинг, умение держать противника в напряжении. Напряжение, а не удары, ломает рано или поздно любого противника. Леннокс Льюис очень осторожно действовал с Туо, хотя Туо был настолько плох, что просто невозможно себе представить. Они сделали ошибку в штабе Туо тогда, когда решили, что для того, чтобы с таким огромным бойцом, как Леннокс Льюис, успешно действовать, нужно потяжелеть. Туо потяжелел настолько, что едва двигался по рингу. Но тактику Льюис избрал точно такую же, как и Николсон сейчас. Движение, атаки с дальней дистанции, в общем, она понятна. Эта тактика абсолютно оправдана. И тут сразу приходит следующий компонент на ум. Соревнование в качестве, в исполнительском мастерстве. У кого лучше получится. И Николсон, кажется, начинает забывать, что умные люди советовали любому противнику. Следите за правой рукой, Николсон. Следи за левой, Туо. Еще и Биабучи говорил, а уж он-то был погрознее противник, чем Николсон. Интересно, что Туо перед атакой в голову так и никогда не отводит взгляда от туловища противника. Все время туда метит, угрожает, показывает. Да. Одинаковость Туо, его постоянство достойно восхищения. Единственное, в чем он нарушает это правило, это в прическах, которые он выдружает себе на голову. Вот, пожалуйста, вам доказательства. Надо следить за левой рукой Туо. Да, не отпустит Туо, конечно же. Отпусти его. Добился, наконец, уговорил.
Джо Кортес, Туа. И тут и гонг подоспел. Туа старательно на протяжении целого раунда делал вид, что он не обращает внимания на опущенную правую руку Николсона. Ни разу не спугнул его. Не заставил поставить блок. И как только понял, что может достать, тут же влепил свой знаменитый левый крюк. Поэнергичнее задвигался Николсон. Пришел в себя. Ему удалось выстоять концовку раунда. И то снова за свое. Подкрадывается, как бы не торопясь. Да, считать тут уже не надо, по-моему. Да, конечно, Николсон это не Окендо. Но у меня такое впечатление, что мы с вами все-таки, если увидим бой Туа Окендо, то мы увидим примерно ту же самую картину. Никому еще не удалось отбегаться от Дэвида Туа. Так что то, что произошло в сегодняшнем бою, это лишнее тому доказательство. Ну, тут, как всегда, толпы в ринге, толпы вокруг ринга. Телевидение со своими камерами, секьюрити, всякие супервайзеры. В общем, много всякого народу. Привычная картина. Ну, поскольку то не Майк Тайсон, то, в принципе, и не Галота. А обычно драки начинаются после какой-нибудь выходки вот этих двух персонажей. То довольно спокойная атмосфера в зале. Больше всего меня забавляет долгие раздумья по поводу формулировки «как победил Туа». Все видели. Надеюсь, вам понравилось то, что вы увидели сегодня. Мне остается только попрощаться с вами, пожелать вам всего доброго и до новых встреч.